Tesla Model Y 2025 года готовится к дебюту на рынке США и Европы, и ожидания уже достигли пика. С поставками, которые начнутся в марте 2025 года, обновленная модель, известная как проект Juno, обещает стать еще более привлекательной благодаря целому ряду значительных улучшений. На американском рынке электрокроссовер будет доступен по цене от $46 500, однако эта версия появится немного позже. А пока покупатели могут оформить лаунч-версию, стоимость которой на родном рынке составляет от $60 000. Давайте взглянем на все, что уже известно о новинке, которая продолжит укреплять статус Tesla как лидера среди электромобилей. Новая Tesla Model Y, которая уже доступна в Китае, а в Европе и США пока предлагаются только в специальной версии лаунч-серии, созданной на базе полноприводной Long Range. Лаунч-серия нового автомобиля задает новый стандарт, предлагая увеличенный запас хода на 19-дюймовых колесах до 568 км по циклу WLTP, это на 42 км больше, чем у предыдущей версии. Максимальная скорость 201 км в час и улучшенной динамикой. Разгон до 100 км в час занимает всего 4,3 секунды, что на 0,7 секунды быстрее, чем у предыдущей версии Long Range с полным приводом. Полноприводная версия оснащена двумя электродвигателями. Один мощностью 264 лошадиных сил на задней оси и 186 лошадей на передней, обеспечивая суммарную мощность 450 лошадиных сил. Эта версия оснащена батареей литий-никель-марганец кобальтовой емкостью 78,4 кВт-часа от компании LG. Однако в Китае на старте продаж доступны две модификации Model Y. Та же лаунч-серия с полным приводом и увеличенным запасом хода, и версия с задним приводом и стандартным запасом хода. Так, базовая версия с задним приводом оснащена одним электродвигателем мощностью 299 лошадиных сил, обеспечивающим разгон до 100 км в час за 5,9 секунды. Ее аккумулятор литий-железофосфатный мощностью 62,5 кВт-часа от Kettle обеспечивает запас хода до 593 км по китайскому циклу CLTC, что на 39 км больше. Благодаря снижению потребления энергии на 1,1 кВт-часа на 100 км пути до 11,9 кВт-часа. Конечно же, запас хода в реальности по международным циклам будет меньше. Оба автомобиля основаны на 400-вольтовой архитектуре. Скорость зарядки батарей достигает 250 кВт для версий с увеличенным запасом хода, что позволяет добавить 250 км пробега всего за 15 минут. Для стандартной версии мощность зарядки составляет до 170 кВт. Новая Model Y стала немного длиннее на 46 мм, и теперь длина составляет 4797 мм, причем вся эта дополнительная длина достигается за счет более аэродинамичной передней части, которая также расположена ниже к земле, но все еще с дорожным просветом 167 мм. Ширина автомобиля 1920 мм, высота 1624, при колесной базе 2890 остались прежними. Диски колес на 19 или 20 дюймов. Снаряженная масса автомобиля составляет 1921 кг у заднеприводной версии и 1992 кг у полноприводной. Новая Model Y привлекает внимание своим обновленным дизайном, главным элементом которого стала узкая трехсекционная светодиодная полоса, протянувшаяся на всю ширину передней части автомобиля. Этот стильный элемент вдохновлен дизайном Cybertruck. Основные фары расположены под цветовой полосой, интегрированные в более обтекаемый и аэродинамичный передний бампер. Он также оснащен новой камерой с встроенным омывателем, что позволяет поддерживать ее в чистоте для работы продвинутых функций автопилота. Ожидается, что новая модель Y предложит технологию полного автономного вождения Tesla, которая будет доступна в регионах, где это разрешено местным законодательством. Задняя часть новой Y кардинально отличается от предыдущей версии. Новый спойлер гармонично дополняет стиль. S-образные светодиодные задние фонари соединяются световой полосой, простирающейся на всю ширину. Задний бампер приобрел более обтекаемую форму,
дополнен новым диффузором для повышения прижимной силы и стал прочнее, чтобы лучше защищать автомобиль при возможных ударах сзади. Автомобиль сохранил характерную форму кузова в виде капли дождя. Эти изменения улучшили аэродинамику. Коэффициент лобового сопротивления снизился до 0,22. Для сравнения, у предыдущей версии этот показатель был 0,23. Это улучшение повышает запас хода и снижает уровень шума при движении. Багажная дверь стала более функциональной. Она автоматически открывается при вашем приближении, а общий объем багажного пространства увеличился до 2130 литров, включая передний отсек под капотом. Полностью переработанная дверь багажника теперь оснащена встроенными фонарями. При ее открытии на нижней части проема загораются дополнительные тонкие огни и индикаторы, что обеспечивает видимость автомобиля для других участников движения даже при поднятом багажнике. Новый кузов стал не только более аэродинамичным, но и значительно жестче, что открывает ряд дополнительных преимуществ. Tesla заявляет, что обновленная Y стала безопаснее, чем прежде, что подтверждают краш-тесты, а также обеспечивает улучшенный комфорт в поездке. Новая модель переняла множество усовершенствований от последней версии Model 3, включая модернизированную подвеску, усовершенствованные ступицы и новые шины, которые, как ожидается, устранят недостатки жесткости предыдущей версии. Кроме того, Tesla утверждает, что сокращение количества компонентов в шасси способствует повышению плавности хода и делает автомобиль еще более тихим. Новая Tesla Model Y практически полностью переняла особенности Model 3, предлагая стильный и минималистичный интерьер с 15-дюймовым сенсорным экраном на базе AMD Ryzen. В этой версии исчезла традиционная панель приборов, замененная центральным экраном, который отображает всю необходимую информацию – скорость, данные о передаче, ADAS и прочее. Центральный туннель лишен кнопок, а вместо них предусмотрены беспроводная зарядка и скрытые отсеки. Tesla учла отзывы владельцев новой Model 3 и оставила в обновленном кроссовере традиционный рычаг указателя поворота слева от руля. А рычаг переключения передач и автопилота исчез, их функции перенесены на сенсорный экран. На руле остались настраиваемые кнопки для управления фарами. В новом автомобиле стало тише, уровень шума снизился на 20%. Для лучшей звукоизоляции установлены двойные акустические стекла, а мягкие ткани на панели и дверях добавляют премиальности. Новая подсветка, как в обновленной Model 3, изменяется по желанию. Интерьеры доступны в бело-черной или полностью черной гамме, причем последний вариант доступен только для лаунч-серии. Одним из значительных улучшений стали сиденья. Передние сиденья нового дизайна стали комфортнее, с вентиляцией и подогревом для удобства в любую погоду. Задние сиденья тоже подогреваются и оснащены новой удобной подушкой. Второй ряд удлинен на 15, а подголовники расширены на 17 мм. Задние сиденья теперь регулируются электрически нажатием кнопки сбоку внизу сиденья с каждой стороны или складываются электрически с помощью кнопки в багажнике. А 8-дюймовый тачскрин доступен для пассажиров второго ряда. Благодаря беспроводным обновлениям программного обеспечения Auto ваш автомобиль может постоянно получать новейшие функции. Также в наличии панорамная крыша с посеребренным покрытием и 16 динамиков для максимального комфорта. В обновленном автомобиле были усовершенствованы датчики, камеры и новый, более точный радар. Однако, несмотря на значительные улучшения, система Full Self Driving все еще остается на уровне 2+, по классификации автопилотов и не позволяет полностью снять руки с руля. Хотя в компании и заявляют о возможности внедрения автопилота 3-го уровня в 2025 году для полностью автономного вождения. Новая Model Y уже доступна для заказа в Европе и США в версии лаунч-серии, а первые поставки начнутся в марте. Единственная версия, предлагающая полную комплектацию со специальным значком, системой помощи водителю Full Self Driving и функцией ускорения. Предлагается почти за $60 тысяч в США и почти за $65 тысяч в Европе, что на $12 тысяч дороже, чем предыдущая версия с полным приводом и большей батареей.
Однако ожидается, что позже Tesla выпустит другие версии новой Model Y по стартовой цене от $46,5 тысяч в США. При этом в Китае новая Model Y доступна от $35 850. Спасибо, что остаетесь с нами. Каждое ваше действие, просмотр, лайк или комментарий – это огромная поддержка. Вы помогаете нам становиться лучше и расти. Подписывайтесь, чтобы вместе открывать захватывающий мир автомобилей. Пусть ваши дороги всегда будут безопасными и путешествия незабываемыми. До скорой встречи в следующих выпусках на канале.